Как хрустит, мягкий, вкусный. Здравствуйте, дорогие друзья, гости нашего канала и наши дорогие подписчики. Сегодня в видео я хочу поделиться домашним рецептом вкусного бездрожжевого хлебушка на кефире. Кефира я использую 500 мл в этот раз. Этот хлебушек у нас будет с конопляной мукой и с конопляными зернышками. Совсем немножко я буду добавлять этого всего. В кефир я добавляю 1 чайную ложку соли. Кефир, он уже несколько часов постоял при комнатной температуре. Он согрелся. Вместо сахара я использую стевию. Стевия у меня в таблеточках. Также можно использовать стевия, которая порошковая. В эту ложку, ложка у меня от мультиварки, я налила кипятка, почти что кипятка, очень горячая вода. И туда же добавляю 8 таблеточек стевии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. 8. Несколько минут таблеточки лежат в водичке, они растворяются, и можно будет добавлять кефир. В кефир я добавляю 3 ложки оливкового масла. Туда же немного базилика, конопляных зерен. Вот в ладошку у меня поместились зернышки. Туда же совсем немножко конопляной муки. Немножко тоже в ладошке. Интересный запах, приятный запах, запах орешков. Стевия в ложечке полностью растворилась. Я выливаю в кефир. Муки нам потребуется 700 грамм. Одна ложка пищевой соды, очень удобно гасить ее в ложечке для мультиварки. Добавляю немного уксуса, все это пенится. И добавляю, не на масло добавляю, не на зерна конопляные, а вот именно там, где кефир. Обязательно все это хорошо перемешивается. Все хорошо перемешано, и уже пошел звук от кефира, от шипящего кефира. В последнюю очередь добавляется в кефир мука. Обязательно мука должна быть просеянная. Все тесто можно потихонечку, медленно замешивать. В последнее время я не перемешиваю тесто в мультипекаре. Это недолго в мультипекаре, конечно, это все быстро делается, но мне кажется, такой кусок огромный теста для такой маленькой мультипекарной машины, это, ну, очень так получается, в напряг идет. Трудно ей, хотя она, конечно, не скажет, что ей трудно, но мне ее почему-то жалко, эту машинку. В общем, я замешиваю тесто именно руками. На руки немножко наливается оливковое масло. Все. Замес пошел. Тесто замешивать нужно недолго. Минутки 3, минут 5. Все, оно хорошо перемешается. И можно будет уже добавлять в мультипекарь. Перед тем, как выкладывать в чашу мультипекаря тесто, можно еще раз смочить руки. Смазать руки оливковым маслом, чтобы тесто сильно не прилипало. Ну вот получается, какое тесто получается. Вот оно мягенькое такое, не легенькое. Вот оно прилипает немножко еще к рукам. Вот так оно и должно быть. Значит, чашу я не смазываю ничем. Просто перекладываю туда аккуратненько наш будущий хлебушек. И он там лежит. Сейчас я его еще накрою. Готовое тесто я не сразу выпекаю. Я оставляю его еще на 5 минут для того, чтобы оно там настоялось, для того, чтобы оно плавненько опустилось по краям, по бокам мультичашечки вот этой вот, да. И потом уже в мультипекарь для выпекания. Ну вот, тесто уже постояло, даже не 5 минут, а 10 минут. Включаю мультипекарь, убираю крышечку, открываю мультипекарь. Будущий хлеб. Вкусный, домашний и с чесночком. Он у нас будет с чесночком. Вставляем его аккуратненько в мультипекарь. Хоп, прокручиваем. Все. Меню и режим
номер 15. Там идет время 1:50. Вот, и я 10 минут убираю, потому что 1:40 будет достаточно для выпекания хлебушка. Сколько килограмм хлеба получится, я потом на исходе уже, как хлебушек приготовится, взвешу. Старт. Все. Время пошло. У меня на канале люди спрашивают, как работает этот мультипекарь. Да, работает он очень хорошо, я им довольна, все везде хорошо открывается, кнопочки везде хорошо нажимаются, все хорошо функционирует. Люди спрашивают, проходит ли воздух здесь. Нет, ничего нигде не свистит, ничего нигде никуда не проходит, все хорошо работает. Мне этот мультипекарь очень нравится, я довольна, и мы постоянно выпекаем хлебушек в этом мультипекаре. Ну все, мой хлебушек конопляный, бездрожжевой и без сахара готов. Теперь осталось его только смазать чесночком. Чесночок я размельчу. Вот такой в чесночной давилочке. Только-только он приготовился. Такой жар, такой аромат идет из печки. Вы себе просто представить не можете. Проворачиваем. Тяжелый, увесистый получается. Какой аромат уже от чесночка идет, от горячего хлебушка. Очень вкусно. Очень ароматно. Сейчас он настоится. И можно будет делать бутербродики. Как я и обещала, сейчас я взвешу этот хлебушек. Аккуратненько вынимается из чаши. Нигде ничего не пригорело. Красивенький, вкусненький, зажаристый. И вот такой вот ароматно запеченный. Он у меня получился. 1200 грамм. Ну все, друзья, большое спасибо вам за внимание, спасибо за то, что зашли на мою страничку, на мой канал. И я очень надеюсь, что вы по моему рецепту испечете дома такой же вкусный, ароматный, чесночно-конопляный, бездрожжевой хлебушек. И я желаю вам всем приятного аппетита. Всем до новых встреч и пока-пока, на новых видео. Как хрустит, мягкий, вкусный. Сейчас я его разрежу аккуратненько. Ух, как хрустит. Конечно, еще пар идет изнутри. Вот. Хорошо пропеченный внутри. Мягенький. Чесночно-конопляный хлебушек домашний. Вкусный и полезный. Друзья, мы постепенно выкладываем на наш канал видео из нашего летнего отпуска в этом году. Поэтому следующее видео будет о нашей прогулке вместе с тайгой по лесу, без поводка, возле озера Топлиц и по Мертвой горе. Так что мы вас приглашаем с собой на прогулку. Приходите, наше видео не пропустите. Но все-таки под нами обрыв. Кать, найди ей палочку какую-нибудь, брось. Ну, там течение, там очень мелко.